Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. И мы сегодня пройдем с вами 6 шагов, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на третий шаг. А на последних шагах мы с вами раскроем, почему именно забота о вас самих сейчас, может быть, о вашем собственном теле, важнее любых планов. И у нас два астрологических события именно в конце, вторая половина июня, которые нам приоткрывают завесу тайн судьбы, можно сказать, на то, что будет происходить в последующем. Особенно это важно, потому что пусть сейчас пока на время планета Хирон перемещается в знак зодиака Телец. Это происходит с 18 числа июня и до середины сентября. Но в следующем году, совсем скоро, перейдет Хирон в знак Тельца, останется там на 7 лет. Что очень символично и где-то параллельно тому периоду, когда Уран будет находиться, он сейчас находится в знаке зодиака Близнецы. И если мы говорим о Близнецах, 15 числа новолуние в Близнецах. Новый импульс, новая энергия. Это, как можно сказать, трансформация или реинкарнация для каждого из нас, когда не будет как прежде. Но вот за эти месяцы мы как раз можем с вами понимать, куда же нас ведет судьба, мои дорогие, что будет дальше. Вот давайте и заглянем в будущее. И первая карта, разберемся, что изменится до конца июня, пока смотрим короткий период, что тянет назад. 6 шагов, и это будет первый шаг. Отношения, кто зеркалит вас, кто или что появится неожиданно, или с чем, с кем это будет связано. Не все контакты полезны, и как раз заход Хирона в Телец нам обрисовывает, с кем мы себя чувствуем наиболее продуктивными, вдохновленными, кто для нас ценность, ну а кто нет. Третий шаг, вот самый важный, что отпустить, за что себя простить. Ну и что важно сейчас, ваш главный ресурс. Что изменится, что изменит вас? Возможно, это помимо вашей воли, ваших желаний. И что произойдет дальше, что будет чуть впереди, будущее, к чему быть готовому. Итак, что же тянет назад? Вот давайте узнаем, что для вас как черная дыра. Вот, пожалуйста. В кабинете у стоматолога, так я называю, колоду создала доктор, поэтому, мы знаем, мы еще не сели в это кресло, да, стоматолога, а только, допустим, записались на прием к стоматологу, и, может быть, будем ждать 2 недели, а может быть и больше, но это тот период, когда мы себя одним воспоминанием изводим, какие-то внутренние страхи, да, но, видимо, эта карта будет еще и говорить о том, что если мы спросили, что тянет назад, оно еще не случилось, не произошло, и оно совсем может быть по-другому. А вы уже, либо это не вписывается в ваш план, или вы много размышляете, где-то внутренние такие вот сомнения, когда, на самом деле, еще нет никаких предпосылок, а мы уже себе нарисовали какую-то картинку. Это вас тянет назад. Так что же вас еще тянет назад? Что для вас как черная дыра? А вы в этом уверены, мои дорогие? Тем не менее, эта карта праздник после победы. Поэтому, может быть, для кого-то, если мы говорим черная дыра, какие-то предметы в вашем жилье, вот я, кстати, такого не исключаю, которые находятся в некотором беспорядке, например. Или когда есть в вашем жилище, есть в вашем доме, это тоже важно. Иногда предметы формируют или где-то демонстрируют, показывают, олицетворяют наше отношение к чему-либо или к кому-либо. Вот проанализируйте. Потому что это, как я сказала, может быть одно какое-то место, где либо что-то свалено в одну кучу, или пусть это расставлено, да, расставлено, пыли нет, все вроде бы в порядке, но это не систематизировано. Возможно, среди этих вещей, каких-то мелких вещей, потому что мелкая карта, здесь находится то, что вам не нужно. И если мы говорим о черной дыре, это может быть буквально сломанные вещи, испорченные вещи, сломанная техника, что-то вышедшее из строя. Фотографии, мои дорогие. Я не случайно делаю эти 2 недели таким отдельным видео. Согласитесь, фото обладает такой, магической силой. И мы очень часто сохраняем нечто, о чем мы давным-давно забыли и не думаем. Но оно есть в нашем жилище.
Оно как бы присутствует материально в нашей жизни. А у нас карта выпадает стабильности, праздника после победы. Поэтому тут как будто вы вот таким либо хаосом, либо когда вы сохраняете то, что уже себя отжило, морально устарело, или то, что в принципе, вот мы говорим фотографии, у кого-то может быть целый мешок фотографий, да, и если сесть, разобрать, там останется буквально маленькая стопочка, а все остальное, это мы смотрим и думаем, боже, когда это было, а мне вообще это надо или нет, или я уже последний год, а то и больше об этом человеке или людях не вспоминала. Выбрасывайте смело, мои дорогие. Даже те вещи, которые у нас лежат, как будто на всякий случай, про черный день. Авось похудею, авось отремонтирую, авось мне понадобится. Вы знаете, вот что-то такое. И это все для вас тоже, ну, буквально к финансовому благополучию, успеху, изобилию, процветанию. Как будто вас отделяет от этого праздника жизни именно, ну, как скученность какая-то или вот когда мы боимся даже, да, и мы говорим, а вдруг пригодится. Не живите, как будто карта говорит, может быть, черной дырой, когда действительно мы почему-то думаем о чем-то плохом в тот момент, когда у нас все хорошо. Черная дыра для вас, как вы можете себя программировать буквально на неудачу, а вам выпадает карта удачи. Не блокируйте, мои дорогие, свою удачу. Через ненужные вещи, повторюсь. Через то, что даже пусть морально устарело. Не бойтесь это выбросить, избавиться. Потому что, ну, видимо, вторая половина июня однозначно, недвусмысленно карты говорят, тебе буквально нужно как будто стабилизировать, Козерог, свою удачу. Где-то это к собственным мыслям ведь тоже мы можем отнести. И стало быть, ментальное здоровье. Более того, у вас вот как вещи, да, мы говорим, может быть, это у кого-то туалетный столик, и вот в одном месте, там, в одном ящике, в одном шкафчике, в каком-то мелком даже, да, ну вот именно груда каких-то вещей, пузырьков, баночек, как я говорила, фотографии, к примеру, ну, да, в пакете или в коробке, там, у кого что. Ну, неважно, что это будет, но вот именно какая-то, ну, хочется сказать, свалка, она как будто, знаете, имеет проекцию на то ненужное, что вы видите в реальной жизни среди ненужных просьб, ненужных людей, среди ненужных контактов, среди того, что, ну, где-то вас, а вы люди сильные, поэтому можно Козерогу говорить, а чего уж нет. Можно поставить перед ним задачу и потом спать спокойно, потому что Козерог, понятное дело, справится, потому как, ну, если берется за какое-то дело Козерог, ну, он же до победы будет идти, сделает это прямо вот так, как надо, четко, выверено, грамотно. Но потом, когда мы это видим, иногда думаем, а зачем вообще-то это надо было? Вот лично мне, да, лично вам. Может быть, это чьи-то были интересы. Самое обидное, наверное, когда мы в какую-то работу включаемся, выполняем ее, уверены, опять же, в том, что вот нужно так по какой-то причине. А тот, кто нас просил, он уже даже забыл. У него уже и планы поменялись. Потому что всегда многозадачность, мои дорогие, опять же, по мелочам. Когда мы именно на мелочи реагируем, и где-то нас это издерживает, или теряем мы время, мы занимаемся как будто не тем. А вам вот именно к празднику не упусти свою удачу. И поэтому все то, что я говорила, ваша карта, король Пентаклей, даже если меня смотрят сейчас девочки, неважно какой возраст, это для вас такой символ. Более рационально подойдите к некоторым вопросам. У кого-то, может быть, и в документах, в каких-то бумагах, но явно вы что-то тут храните. Вот на какой-то случай. Не надо думать о плохом. Надо себя ориентировать, ну, с большим оптимизмом. Каким-то образом для козерогов это важно. Отношения. Кто или что появится неожиданно. Кто зеркалит ваши перемены. Туз Пентаклей. Здесь, знаете, по отношениям вы могли получить какое-то известие от конкретного человека или состоялся разговор. Возможно, вы это получите. Вторая половина июня или вы это ждете. Точно. Тут явно связана какая-то история с конкретным человеком.
И я так могу предположить, когда вам что-то было обещано, но, скорее всего, не сделано. Или вы рассчитывали на то, что какую-то работу мы будем делать вместе. Потому что план был вроде как общий, а потом вышло так, что пришлось, ну, буквально пахать самому. Может быть, это какая-то неожиданная даже была для вас развязка того вопроса или какого-то дела. А если вы получите какое-то сообщение, тогда примите к сведению, мои дорогие. Может быть, это произойдет во второй половине июня, могут вернуться неожиданно те вопросы, те люди. Пусть это отношения у кого-то по работе, безусловно, потому что жезловая карта и пентаклевая выпадает. Возможно, это будет связано с решением финансовых вопросов. Вот, кстати, да, и все то, что я говорила о вещах даже. То тогда это может говорить о том, что вот какая-то история, она как с новой силой возникает. Или как она как будто может появиться, вам могут опять что-то предложить. Я не исключаю, кстати, что здесь будет что-то предложено из разряда, что вы уже слышали, видели, но несколько есть другой контекст. И у нас, вот посмотрите, 13-й старший аркан, ну, надеюсь, все правильно понимают, это трансформация. Да, финал, завершение, безусловно, есть такой смысл по этой карте, но у нас такой с вами период, когда к некоторым отношениям, возможно, нам придется к людям вернуться, чтобы правильно закончить. Или мы можем сами остановиться, как будто мы какой-то путь еще с вами прошагаем. Потом мы останавливаемся на полдороги и понимаем, нет, вот теперь я туда не пойду. То есть приступить к чему-то, либо что-то завершить, чтобы окончательно, либо какое-то дело, тему довести до ума. Карта трансформации. Правда, тут будет это совпадать с важными бумагами, с какими-то важными разговорами, переговорами. Но есть, опять же, все же повторюсь, тот человек, мои дорогие, пусть это общий проект, пусть это даже у кого-то отношения, и по королю свечей или король жезлов, это может быть у кого-то даже страстная любовь. Но тут как-то не так. Тут что-то пройдет по-другому. Вы можете узнать правду какую-то о человеке. И это не факт, что от вас ее когда-то прежде скрывали. Вы просто этого не видели. Вы что-то не замечали. Вы не придавали, могли не придать чему-то значения, но я точно так же допускаю, кто зеркалит вас. Человек тоже чему-то мог не придать значения и вас об этом не информировал. Вот тут действительно и какая-то правда становится явью, я этого не исключаю. Или какая-то тема, возможно, вы ее долго занимались, даже, да, ради того, чтобы получить какой-то сертификат, важный документ, проводили какие-то переговоры или собирали документы. Тут явно есть какое-то получение, но здесь будет тот нюанс, который вы пока еще не предполагаете. Может быть, что-то прописано будет в этом документе. Но это если больше связано, мы говорим, отношения, может быть, даже если личная жизнь, ну тогда документы, деньги, может быть, да, как решение каких-то документальных, опять же, юридических вопросов, это я не исключаю. Но для вас, то есть вы что-то получаете, но не совсем в том контексте, как вы это себе предполагали. И тогда все же туз свечей, я всегда говорю по этой карте, это все равно идет возможность, но совсем не так, как вы это представляли. Поэтому, может, нам и говорят, ты тут не настраивайся, с одной стороны, чтобы не было каких-то потом сюрпризов, ты уже можешь себе надумать и планы настроить, а тебе придется их корректировать. Так что же появляется, или кто, скорее, вот это ношение появляется неожиданно? Мои дорогие, тут ничто не уходило как будто, тут все для вас, оно знакомо. Но есть, видимо, пункты вашей жизни, где все запутано. И, видимо, то, что вы скоро получите в виде известия, в виде важного разговора, в виде важного документа, тут у каждого плюс-минус будет по-своему. Это прямо как по судьбе. Возможно, вам придется после этого отправиться в какие-то инстанции, совершить, ну, может быть, и не в одной инстанции, такую прогулку, ну, условно говоря, по нескольким офисам каким-то, да, или учреждениям, по, опять же, чиновникам, разговаривать с теми людьми, которые находятся несколько в иной плоскости.
иерархии или ступени иерархии. Будьте к этому готовы. Сама судьба, как провидение, вас проводит этим путем, потому что по-другому как будто не получается. Так что-то задумано. Я бы сказала, это какой-то судьбоносный сценарий, но вы только в начале пути, мои дорогие. Вы сейчас этого не видите. Может быть, поэтому нам и говорят карты, что твоя задача сейчас вот исключить эту черную дыру из своей жизни. Потому что ты, Козерог, как будто себе блокируешь куда-то дорогу. Ровно так, как ты уже себе надумал, да, и построил планы там и так далее, а тут что-то будет иначе. И это иначе вас может застать врасплох. Но точно так же это касается и людей, и вещей, и людей. Поэтому подготовьтесь к тому периоду, когда вы можете получить какую-то неожиданную информацию. Ну, или она будет пункт, вот именно мне хочется сказать. Не то, что это само по себе неожиданно. Ну, ваш буквально шанс, ведь туз, у нас будем говорить, у нас тут даже два шанса, два туза, причем в шикарном сочетании. Туз пентаклей и туз жезлов. Это сама возможность, это наше решение, которое переходит в решимость и буквально первый шаг. То есть какая-то активность ваша, она предусмотрена. А тут у нас выпадало еще и колесо фортуны, мои дорогие. Мы не можем от этого отказаться. Судьба дает вам какой-то шанс, но это выглядит совершенно не так, как вы себе предпочитали или где-то уже планировали. Будьте к этому готовы. Это как зеркало того, что, ну, может быть, как ваших вот этих вот сомнений. Или зеркало того, когда вам придется, может быть, не только буквально наводить порядок дома, вот я не исключаю, и это правда, когда мы от хлама, от ненужных вещей освобождаем жилище, мы его меняем, а оно впоследствии вторично меняет уже нас самих. Но точно так же придется наводить порядок именно через взаимоотношения с какой-то персоной, а может быть и документами, и в этом вот какой-то сакральный смысл, мои дорогие. Третий шаг, который очень важный, что же отпустить. Ну и за что себя, возможно, простить, это как символ Хирона. А Хирон это ведь рана, которая должна перейти в мудрость. Ностальгия. Прежние отношения, которые упущены. Какая-то дружба, которая вроде бы состоялась, но не пошла в том ключе, как вы это себе думали. Возможно, правда, у кого-то фотографии. И тут, наверное, тогда нам карты будут говорить, что для тебя, если мы говорим, что отпустить, свои прежние отношения к человеку. Кстати, мы ведь говорим по аркану Иерофант и отношения, именно вторая позиция, что тут оно и не уходило, да? Но, видимо, у кого-то из вас отношения будут переведены в другую плоскость. И я, кстати, не исключаю, что кому-то придется откровенные разговоры проводить, что отпустить. И причем разговаривать как в новом ключе с человеком, не ожидая от него каких-то чудес. Как будто понимать, какую реальность строю я, и внимательно слушая человека, понять, какую реальность видит он. Здесь скорее по этой карте, особенно в этой колоде, вот посмотрите, тут подарки проходят, вот эта карта очень добрая. Она говорит о том, что что-то будет продолжено. Поэтому даже для тех, допустим, людей, для тех пар, когда вы расстались, к примеру, да, ну пусть вы физически вроде бы расстались, кто-то, может быть, и юридически, но есть, значит, те темы, которые о себе могут напомнить, или вам может напомнить конкретный человек. Здесь может быть как в виде ваших воспоминаний, ностальгия. Вы и не отпускали этого человека. По крайней мере, ментально. Вы думаете, вспоминаете о нем. Может быть, вспоминаете достаточно часто. Но тогда себя надо простить за то, что, может быть, и были сделаны ошибки. Простить человека за то, что даже не сложилось. Но не жить воспоминаниями, отпускать их в любом случае. Вам подарит точно судьба какую-то информацию, новость от человека, или вы получаете как какое-то известие, которое будет касаться и вас, и этого человека, персоны также. Здесь, смотрите, ваша сила, критическое мышление, безусловно. Это карта и физической силы, но безусловно. В первую очередь это интеллект. И такое, знаете, очень, ну, здравомыслие и дипломатия, наверное. Именно очень хочется сказать, как бы в удвоенном эквиваленте. Потому что вы столкнетесь с какой-то историей, когда, ну,
будут вами, могут, по крайней мере, вы получаете новость, и она вас, или известие, все это вас окрыляет. Но именно в этот момент, мои дорогие козероги, вам нужно себя остановить и вот так подумать, а какое это значение имеет для меня? И как будто продумать и запасной аэродром, пути отступления или какие-то альтернативные варианты, что будет, если все пойдет не так. И это надо не совсем ситуацию, а как бы задать себе вопрос. Так, у меня есть маневры или этих маневров нет? Поэтому тут я бы сказала, исключить из вашей жизни всяческий риск. У вас на кону, тем не менее, стоит какая-то возможность. Вот если так, по-простому сказать, знаете, у кого-то из вас может быть ситуация, когда вы даже кому-то не верите. Вы можете столкнуться с тем человеком, когда эта ситуация еще касается поездки, переезда или по колесу фортуны, ну вот какой-то такой переломный момент, когда не просто вам выбор какой-то, сел и думай, да, а когда вам вот именно переместиться еще куда-то придется, или придется как-то действовать совершенно по-другому, когда еще не отработана система ваших методов, когда вот именно каждый шаг, он как в новинку. И вроде бы в этом, наверное, и будут сомнения, а нужно ли мне все это. А карты нам говорят, а в этом твоя фортуна. И вот у нас получается такое сложное сочетание, когда мы можем, да, у нас есть выбор, но это выбор без выбора. Либо мы это принимаем, либо мы отказываемся, мы просто ничего не имеем. И вроде я говорила, да, ни в коем случае не рисковать. А карты говорят, а у тебя может так сложиться, что нет выбора. Тогда получается, ну, если у нас нет выбора и приходится с чем-то взаимодействовать, соглашаться, подписывать, то вам нужно все просчитать. Вам нужно понимать, кому вы можете доверять, или какие отступные пути вы можете сделать, на кого вы можете, мои дорогие, рассчитывать. И если мы с вами говорим, что нужно отпустить, у вас тройка пентаклей. Это карта, когда, к примеру, мы обучаемся, когда вообще это карта экзамена. Кто-то буквально, может, сдает экзамен, у кого-то сессия, или не сессия, а вы должны получить сертификат, и для этого тоже своеобразный экзамен должны сдать. Вот такая вот бумага. Здесь может что-то, вот как вы рассчитываете, что вот пойдет именно таким путем, а оно пойдет как-то по-другому. И вам придется в любом случае как будто корректировать себя. В этом, видимо, и заключается, так знаете, как урок судьбы, поворот судьбы. И также, опять же, фортуна, ведь это и иногда как не случайная случайность. И тут действительно сама судьба дает какой-то урок или учит нас именно отпускать что-то, потому что наш метод не работает, мои дорогие, точно, и в этом для вас выход из лабиринта. Вот буквально так. Выход из какой-то путаницы. Туз мечей. Семерка пентаклей будет говорить о том, что это та тема, которую вы очень долго ждали. Или это будет связано с финансами буквально, может быть. Сложится по финансам такая история, когда вы имеете интерес к вашему проекту, к вашей работе. Но и вы, скорее всего, можете, по крайней мере, руководствоваться такими энергиями, что, ну, вот я эту тему сумею высидеть как яйцо буквально, да? А тут не совсем так, тут не высидишь. Тут вам придется совсем скоро отпускать свои прежние, ну, намерения. Намерения и цели даже придется пересматривать. Почему? Потому что как что-то затягивается. А это будет для вас означать, вот тут именно придется пользоваться тем, что буквально идет в вашу жизнь. И почему карта силы? Это холодное мышление, абсолютно никаких эмоций. А рядом у нас эмоции как раз, причем самые разные. От какого-то юношеского задора до чего-то более приятного, может быть, как и подарки. То есть буквально для кого-то получили подарок, не замечтайся. Это не свидетельство о том, что тебе обязательно, ну, как-то этот человек будет помогать дальше, или он готов участвовать, продолжать участие в твоей судьбе. От альтернативного мы с вами говорим. А может быть, у человека есть свой интерес? Тогда вам придется, мои дорогие,
Козероги, выбор будет состоять в том, что вы сумеете соединить интерес свой и чужой, и при этом не замечтаться, без ностальгии. Ну вот как-то так. Потому что тут, как и вот эта черная дыра, мы говорим в каком-то таком мелком хаосе, может быть, или где-то в собственных сомнениях и страхах. Вот, видимо, вторая половина июня. Работа, личные отношения или отношения, вот партнеры по бизнесу, по работе, коллеги, соседи, может быть, тут тысячи каких-то нюансов. Вам придется что-то переиграть. В чем ваша сила? Все то, что я долго говорила, 8 чаш. Девушка оставляет вот этот магический круг из кубков, причем тут с драгоценными камнями. Да, часть перевернута, то есть кубки уже пустые, но часть ведь и наполненная тоже. Но она понимает, что вот именно теперь пора идти вперед. Она уходит налегке. И вот все то, что я говорила, чтобы не повторяться, ну, кому необходимо, переслушайте, подумайте. Вот тут надо быть очень честным самим собой. Потому что у нас непростой сегодня расклад и необычный. Но тогда вы прочувствуете, что вам именно может помешать. Ведь мы все разные, хоть объединяет знак зодиака Козерог, а люди совершенно разные и судьбы тоже. Так вот, уходит налегке, поэтому тут действительно выбор без выбора, вариант без вариантов, по сути дела. Но как в анекдоте, я не знаю, вы о чем, а ехать надо. По-другому никак. Вот обратите внимание, полки, стеллаж, рушится десятка свечей. Очень люблю эту колоду, правда, редко делаю расклады. Вот представьте, вот вы стоите, ну, вы о чем-то своем думали, и вдруг рухнуло что-то. Елки-палки, мы кидаемся, пытаемся духу, за что тут ухватиться, что тут схватить, чтобы это уже совсем все не разбилось. А все же не ухватишь, правда? А нам говорит карта, да оставь ты это все. Главное, сам останься, Сэл, отступи полшага назад, дай ему упасть, пусть оно уже свалится. Ты тут как-то кардинально это дело не спасешь. Очень символично. Как и вот этой карте, а это ваша сила, мои дорогие, ваш главный ресурс. Вовремя отступить, понимать, за что держаться, а что вообще отпускать из вашей жизни. Карта искаженного восприятия – это все то, что я долгое время говорила. Так в чем же ваш самый главный ресурс? Это вы и то, что с вами взаимодействует, ну, какое-то время, а это у нас пентакли. И ваш главный ресурс, когда вы успеете, сумеете, себя настроите, быстро переключиться на какой-то вариант. Я 1000 раз уже, наверное, повторила, но карта за картой нам снова как бы с дополнениями раскрывают какую-то возможную историю. И от того, как мы правильно провзаимодействуем, по двойке пентаклей мы ведь с вами чаще видим, как жонглер изображенный, да? Карта жонглера, иногда так ее и называем. Но, значит, мы эти пентакли не можем уронить. Не время, кстати, по этой карте тратить деньги. Это тоже так важно. Для вас будет важнее именно какая-то коммуникация, будьте готовы к этому, умение договариваться и быть легким на подъем. Поэтому для кого-то, правда, проиграются перемещения. В этом ваш главный ресурс. Быстро что-то точно. Посмотрите как. Аркан императора. Возможно, у кого-то из вас будут такие ситуации. И вот, кстати, Иерофант и император. Это те две карты, которые обрисовывают, как бы, да, олицетворяют провластные структуры, порядок, то, что принято менталитетом в обществе, где вы находитесь. По этой карте могут проходить и высокие чиновники, согласования, документы, контакты, контракты. Это то, что мы пишем на бумаге или то, что мы подписываем. И здесь будет карта говорить о том, что тебе, Козерог, нужно, ведь это карта организации, не только организации буквально, да, как контора, а организация вашей собственной жизни. Организация на другом берегу, в других условиях. Как-то по-другому, не так, как это было. Вот основная задача – себя перестроить. Но это ведь вам выпадает аркан, император. Вы сильная личность. Но пришло время этой сильной личности, как быть более гибче. Вы слышите часто в моих раскладах, что император – это как мнение, да? Думает император, есть два мнения, мое и неправильное.
А есть мудрый император, который понимает, есть опять же два момента, две ипостаси. Первое – людское мнение. Не влияем мы на это. Оно переменчиво. Сегодня, да, кричат «Ура!», завтра кричат «Распни». Увы, Библия. Но и есть обстоятельства, над которыми мы тоже не властны. Будьте гибче, будьте мудрее, а может быть и хитрее. Кто знает. Потому что тут как-то не совсем все идет так, как вы это могли представлять себе ранее. Что изменится? Возможно, помимо вашего желания. Будет здесь с учетом короля чаш меняться как будто в вашей жизни две сферы. И две сферы будут олицетворять сфера чувств и сфера денег. И вам нельзя тут смешать боб с горохом. И если вам придется где-то решать вопросы материального плана, документов, вам нельзя сюда добавить чувств, не создавая себе путаницу, иллюзий или искаженного восприятия. Но точно так же, если кто-то вам искренне отзывается любовью, ведь король кубков готов принимать любовь, дарить любовь, то тогда меркантильности жесткой или какого-то такого сухого прагматизма добавлять не следует. Опять же, нам именно в этой колоде, поскольку доктор ее рисовала, да, создавала, больной человек изображен, какая-то больная, мои дорогие, ситуация, и что с ней? Должна перейти в солнце. Вы что-то должны завершить. Я об этом несколько раз на все лады говорила. Я уже не повторяюсь. Дорога к солнцу. Выбор без выбора. Вот какая-то история, когда просто нужно к чему-либо или к кому-либо поменять отношения. А для вас это, посмотрите, именно в этой колоде какие две солнечные карты. Это, как можно сказать, и организация, и путь наверх, путь к новым возможностям, новый цикл вашей жизненной истории, новое качество жизни и, безусловно, аркан ясности в первую очередь. Да, он иногда, мы говорим, это карта нашего эго, поэтому где-то эго и по аркану сила мы как будто должны в первую очередь обуздать льва в себе. Лев – это тоже прообраз эго. И не случайно здесь холод изображен. Поэтому я говорила, холодная голова, мои дорогие. Но и по аркану шут. Это ведь внутренний импульс. Но эта карта будет говорить вот с этого обрыва, на котором обычно изображается шут, мы не должны свалиться, поэтому под ноги надо смотреть. И я говорила, запасной аэродром, какой-то маневр себе иметь определенно стоит, собой не рисковать. Что будет чуть впереди? К чему быть готовому? К тому, что, возможно, придется, вы услышите какую-то новость, возможно, это будет июль, да, мы смотрим дальше уже, или сам конец июня, когда вы узнаете какую-то правду. Поэтому, может быть, нам с первой картой говорят, а ты будь готов. Ты тут можешь себе как и страхов нарисовать, а оно может быть совершенно по-другому. Но и наоборот, ты можешь быть в себе чересчур уверенным, тогда судьба нас будет поправлять. Вот мы ищем правду истинную, и мы ее находим. Вы можете узнать какую-то новость от конкретного человека, и будете понимать, что, допустим, человек готов взаимодействовать вот именно в определенных рамках, в определенном контексте. И вам, скорее всего, придется себе тоже сказать правду, что, ну да, я представлял или представляла это как-то иначе, факт, но сейчас у меня как будто, опять же, может быть, нет выбора. Вот, кстати, вот это выбор без выбора у вас может повториться и до конца июня, но это где-то тенденция может продолжиться и дальше. И вот смотрите, тут самое главное, не уйти в отшельника, мои дорогие. Продолжить общение, помним, здесь нам карта четко ответила. Быть легким на подъем и точно так же, вот как тот жонглер, удерживать какую-то ситуацию. Удерживать – это не значит настаивать. Это буквально как будто играть. Но вам никто не мешает. Но выбор как будто будете делать вы сами. Тут может быть такая ситуация по отшельнику. Это как ваш жизненный путь. Когда, я не исключаю, так будут складываться обстоятельства, они могут быть неожиданными, а для вас именно сама судьба. Не случайно, как сводит в вашей жизни людей, обстоятельства, может быть, какие-то бумаги, документы, вот как 1000 дорог.
для того, чтобы вы сейчас можете этого даже не видеть, а как будто само предвидение по судьбе вас пытается увести, мои дорогие, от какой-то ненужной сложности. И именно вот в этой вашей спонтанности, ведь это карта неожиданностей, вот как будто через неожиданность или его величество случай, это то, что будет дальше, с заходом на июль. Здесь могут быть такие ситуации, когда вы себя буквально поблагодарите за то, что вовремя как себя перестроили на новый лад. Это точно. И аркан мир. С первой карты, если мы говорили, да, вот все то, что я сказала, последняя карта мир как раз как завершает это, последний старший аркан. Больше мира, порядка в твоей жизни, Козерог. И в принципе это когда мир в душе, согласие с самим собой, когда все страхи как будто вы оставляете позади. Вот для вас такой кармический урок или такая кармическая задача, может быть, проходит на вторую половину июня, мои дорогие. И это то, что по-настоящему делает нас счастливыми, уверенными. У вас вообще, смотрите, такие два... То есть какая-то путаница поначалу, правда? А вот теперь карты говорят, зачем это нужно. Аркан Солнца, аркан Мир и одновременно нулевой аркан, который говорит о том, что жизнь в новом ключе, в новом качестве. У тебя много возможностей, но сам себе не мешай. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.